Всем привет, друзья! Сегодня я покажу, как из обычных старых шлепок и джинсов сделать тапочки-слипоны на лето. Для начала я обрежу верх от шлепок. Далее проклеим клеевым пистолетом те места, где прикреплялись ремешки шлепок к подошве, чтобы не было дырок. Теперь займемся выкройкой. Будем строить выкройку тапочек прямо по ноге. Я прикладываю тонкий лист бумаги вот таким образом к ноге и прочерчиваю места соединений с подошвой. Затем соединяю все плавной линией. И выкройка верха наших тапочек готова. Вырезаем с учетом припуска 1 см. Далее полоска шириной 7-8 см будет служить выкройкой задней части тапочек. Вот таким образом будет это сшиваться. Далее нам понадобятся старые джинсы. Из них мы будем вырезать детали наших тапочек. На каждый тапочек нам понадобится 2 верхние и 2 задние детали. Также мы выкроем 2 стельки по размеру подошвы. Готово. И далее займемся сшиванием верха тапочек. Складываем детали лицом друг к другу и прошиваем на расстоянии 1 см от края как верхнюю деталь, так и задние детали. Далее выворачиваем детали на лицевую сторону и даем отделочную строчку шириной 0,5 см. И также фиксируем строчкой по всему периметру. Готово. Далее соединим верхнюю и нижнюю часть. Делаем примерку по ноге, чтобы узнать необходимую длину. Фиксируем булавками. И сошьем ровно по отделочной строчке. Готово. Срежем излишние припуски.
Далее на подошве сбоку нам необходимо сделать разметку шириной 1 сантиметр. Готово. И теперь будем пришивать верх тапочек к подошве. Для начала нам необходимо будет приколоть верх с помощью булавок, равномерно натягивая, расправляя ткань верха, прикалываем. Вот так получается. Снимаем тапочек с ноги и срежем лишнюю ткань. Срезаем до начала подошвы. Готово. Далее необходимо подвернуть ткань верха внутрь на ширину подошвы и также приколоть булавками. Готово. И нам осталось только пришить ткань верха к подошве. Я использую прочные хлопковые нитки мулине. Для этого я беру иголку с широким ушком. Отрезаем длинную нитку. Примерно в 3 раза прокручиваем вокруг тапочка. Это и будет необходимая длина. Выводим иголку изнутри примерно на полсантиметра от подошвы. Затем завязываем излишки нитки в узелок. Они нам еще понадобятся. И продеваем примерно в этом же месте иголку назад внутрь, формируя таким образом петельку. Далее изнутри иголка выходит ровно в том месте, где у нас метка. Помогаем плоскогубцами и вытягиваем нитку. Затем продеваем ее в петельку, которая у нас получилась. Все хорошенько затягиваем. Далее делаем стежок следующим образом. На полсантиметра от подошвы прокалываем джинсовую ткань и выводим иголку ровно в следующую метку. Далее продеваем нить в предыдущий стежок и вытягиваем. Следующие и все остальные стежки делаем таким же образом по всему периметру.
Последний стежок мы продеваем в петельку, которую делали в начале. Выводим нить внутрь тапочка. И завязываем 2 конца нитки на узелок. Далее точно такой же строчкой декоративной мы прошьем верхний край тапочек. Итак, готово. И нам осталось только приклеить стельки к подошве. Клеить я буду с помощью клеевого пистолета. Равномерно вкладываю стельки, все расправляю и приклеиваю. Так тапочки смотрятся более аккуратно. Итак, друзья, наши тапочки-слепоны из старых шлепанцев и джинсов полностью готовы. Они получились невероятно мягкими, удобными и идеально сидят по ноге. Эти тапочки можно носить как с юбками, так и с шортами и брюками. Тапочки-слепоны станут любимой обувью в вашем гардеробе. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем хорошего настроения и до новых встреч! Шейте и носите с удовольствием!